Ребятушки, ребятки, привет! Смотрите, сколько всего на столе. Это значит, что мы будем готовить кимчи. Почему это значит? Ну, потому что я его люблю. Самое популярное блюдо вообще в Корее, которое только возможно представить. Едят все от мала до велика на завтрак, обед и ужин. Сегодня сделаем по нормальному рецепту, такому усредненному. Погнали! Так, что, перед тем, как начнем, можете лайк поставить, подписаться на канал. Корейцы, вам отдельный привет. Спасибо вам большое за такое замечательное блюдо. С чего начнем? А начнем с того, что мы пекинскую капусту всю разрежем на запчасти и намочим в воде. Как мы это делаем? Режем до половины примерно и разделяем вот так вот качанчик аккуратно. Делается это для того, чтобы листики максимально остались целыми. В общем-то, и можете также сделать на четвертушку. Разделить тем же макаром. И опускаем в заранее заготовленную емкость с водой. Для чего, собственно говоря, мы это делаем? Для того, чтобы листы пекинской капусты намокли и на них прилипала соль. Каждый листик у нас пропитался водой. Сейчас надо, в общем-то, ее слить и посолить нашу капусту. Если вы думаете, что я много готовлю, фигня, по корейским меркам, это я, можно сказать так, на недельку это сделал. Потому что они ее реально употребляют в огромных количествах. У них есть даже для хранения кимчи отдельный холодильник. Представьте, натурально стоит обычный холодильник и рядом здоровая такая херота, тоже холодильник, в котором отдельно хранится кимчи. Что сейчас мы делаем? Сейчас мы каждый листик берем и щепотью соли просто просаливаем. Просто берем, отодвигаем и солим. Так вот берем, просаливаем каждый листик. У основания побольше, по краям поменьше. Берем и укладываем куда-то в отдельное место. Капусту я просолил, уложил. Сейчас она будет солиться активно, отдавать свой сок. Этот процесс будет происходить не меньше 3 часов. Сейчас я ее так накрою. А пока будем готовить наш маринад. Капуста квасится. Сейчас по ингредиентам для нашего маринада пробежимся. Начинаем с самого главного ингредиента. Острый красный перец кочукару, рыбный соус, сахар, чеснок, редис, дайкон, имбирь, лук репчатый, морковь, чеснок зеленый, лук зеленый, мука и холодная вода. Всю граммовку вы сможете увидеть в описании под видео. Там конкретно по граммам все расписано. С чего начнем? Для чего нам, собственно говоря, нужна мука? Сейчас мы вместе с водой сварим клейстер, в который уже засыпем все остальные ингредиенты. Для чего он нужен? Для того, чтобы к листикам прилипал маринад, а не был жидкий какой-то там, где-то на дне посуды булькал. Сейчас мы его сварим. Ладно, пока у нас вода закипает, дорежу я, морковку уже нарезал, я сделаю что? Нарежу дайкон, также соломкой. Вы можете это сделать на терочке специальной, а можете, если у вас ее нет, или просто хотите поработать ножом, вы можете сделать это ножом. Короче, нарезаем так же, как морковь по-корейски. Какой важный момент по поводу перца? Называется он кочукару. Любой другой перец не подойдет. Вы не получите тот самый аутентичный вкус кимчи, да или вообще любого другого корейского блюда. Как его добыть? Очень просто. Вбиваете в гугле перец кочукару, и вам откроется полно интернет-магазинов с азиатскими товарами, где этот самый перец есть. Вам нужен средний помол. Следующий наш ингредиент, который мы будем подготавливать, это чеснок, имбирь и лук. Мы их сейчас разрежем, закинем в блендер и перетрем в кашу, чтобы потом добавить к клейстеру вашему. Все укладываем в блендер. Имбирь, лук, чеснок. Вообще, при рецептах приготовления кимчи, как истинно народного блюда, огромное количество. Корейцы добавляют и грушу свою, и яблоки порой добавляют. Что только не кладется. Основа для кимчи — это в первую очередь сама пекинская капуста, соль и перец кочукару. Все остальное — это уже дополнение, опционально. То есть будет у вас — хорошо, не будет — черт с ним.
сделали. Вот примерно до такого состояния мы его и размололи. Пока мололи-перемалывали, у нас уже и вода закипела. Закидываем туда примерно 3 столовых ложки муки с горкой. Клейстер, когда нагреется, все подзагустеет, вы его, соответственно, выключаете и оставляете охлаждать. Вот такая примерно консистенция должна быть. Не смотрите, что у меня такое большое количество, я делаю на 10 килограмм, поэтому у меня много его. Если он у вас законкуется вдруг, то пробейте блендером, да и все, или миксером. Отставляем охлаждаться. Так, клейстер мы отставили остывать, сейчас соединим все остальные ингредиенты. Это вот наш перец качукару. Сахар 100 грамм, 200 миллиграмм рыбного соуса, повторюсь, на 10 килограмм делаю. Сюда же нашу перетертую морковь с дайконом, перетертую имбирь, лук и чеснок. Это будет наш маринад замечательный, вкусный, хоть на хлеб маш. И, соответственно, лук туда запускаем. Нарезаем примерно по 4-5 сантиметров. Белое основание, оно такое достаточно толстое, можете его вот распустить вот такими вот действиями. Лук порезал, закидываю к остальному. Чеснок, он же джусай, нарезаем также по 5 сантиметров примерно. Закидываем туда же. С этим справились, сейчас клейстер остынет, и мы его туда тоже зальем. Только остывший заливайте. Клейстер наш остыл, сейчас мы его выливаем сюда во все что остальное. Добавим 4 чайных ложки соли. И перемешиваем обязательно в перчатках. А то я как бы вы не мыли свои руки, перец все равно останется. Я как-то так руки сунул, в глаза стоял, потом вот так вот. Поэтому берегите глаза, берегите руки. Ну и перемешиваем все. Все должно быть хорошо вымешано, равномерно. Можете так пожамкать слегка, без фанатизма. И пока кимчи солится, наш маринад будет, простите за тавтологию, мариноваться. Также пропитываться соками весь. Оператор категорически требует, чтобы я передавал привет Ким Чен Иру. Хотя, подожди, Ким Чен Ир же помер. Что ему передавать-то? Ким Чен Ыну. Вот. Я не очень этого хочу, но раз оператор требует. Ким Чен Ын, большой тебе коммунистический привет. Так, что я вымешал почти? Ядреная херня. Слушайте, ну над ней, наверное, можно как над картошкой раньше дышали, над горячей. Так же сесть, подышать, и все микробы убьются. Все, я вымешал, вот такая консистенция получилась. Водички немножко добавил лишь и еще дополнительно, чтобы пожиже было. Так, ну что, мои дорогие любители кимчи, она у нас, капуста, просолилась. Прошло примерно часов 5-6. Видите, она у нас так значительно уменьшилась в объеме. Изначально не залазила, вон воды сколько внизу. То есть сейчас она, вот смотрите, вот такая мягенькая на излом. То есть если бы она была свежая, она бы лопалась, ломалась листика. Сейчас он мягенький вот такой. Она, в общем-то, готова. Сейчас задача какая? Промыть ее от излишков соли, отжать хорошо, чтобы в ней по минимуму влаги было. И можно будет намазывать нашим маринадом. Чем я, собственно, сейчас и займусь. Ребят, капусту я промыл и отжал. Пришло время ее, в общем-то, мариновать. Жопку вот эту отрезаем за ненадобностью. И делаем следующим образом. Берем жменьку нашего маринада и каждый лист, стараемся, по крайней мере, каждый лист промазываем тщательно. И укладываем на дно емкости, какая у вас будет. Вот так вот каждый лист промазываем. Так вот, медленно, но верно промазываем все остальные наши четвертушки. Ребята, ну что? Все? Что? Вот что? Доделал я, короче, ее. Домазал. Примерно это так вот все выглядит. Притрамбовываем это дело все плотненько.
Что происходит дальше? Дальше вы при комнатной температуре на приоткрытой крышке оставляете ее минимум на сутки, не менее. То есть это минимальное время такого вот заквашивания. То есть если вы хотите более кислую, то есть более квашеную, то есть оставляйте на большее количество. На 2 суток, даже на 3 бывает оставляют, прям кто любит покислее. Прям. Вот. Я оставляю, как правило, примерно на 1,5 суток. Потом это все убирается в банку, допустим, 3-литровую или в какую-то пластиковую емкость или контейнер и, в общем-то, убирается в холодильник и там спокойно хранится на протяжении до полугода, спокойно кимчи хранится. Чем дольше она находится в таком процессе ферментации, чем больше выдержана, тем она вкуснее. Тем больше там молочно-кислых бактерий, тем более она полезная. И, например, какие-то национальные корейские блюда типа кимчи тиге, кимчи суп, он будет более вкусным. Пробуйте, делайте, ничего сложного, ингредиенты все находятся в интернете легко, если у вас нету магазинчика с азиатскими товарами в городе. Поэтому делайте, не пожалеете, если вы любите остренькое. С вами был Ждандер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся. Все-таки попробую, не удержусь. Жестко.